Всем привет! И сегодня очередная серия бизнес-влога «Бизнес на пару». Сегодня я вам расскажу про то, как продвигать свою жидкость. Дело в том, что буквально этой неделе мы встречались с друзьями-вейперами и мне задали вопрос: Ром, слушай, а вы у стольких блогеров рекламу покупаете? Неужели это выгодно? Вам окупается? Мы что-то пробовали, а у нас не работает. В чем дело-то? Ну и я посмотрел сайты ребят и понял, какие есть ошибки. Сейчас вам об этом расскажу. Как строится реклама жидкости? Обязательно покупайте в Ютубе рекламу. Есть много разных блогеров: Суров, Кам, МД Трой, Алекс, Батарейкин, Vivalia Cloud. Везде постарайтесь купить обзоры. Но перед этим обязательно сделайте страницу. То место, куда пойдут зрители, заинтересованные зрители. То есть у вас должна быть хорошая посадочная страница, где так называемый лендинг пейдж, как это сейчас модно, где будет написано о всех ваших преимуществах. У многих на сайтах написано: вот у нас такой вкус, такой вкус, такой вкус. Обращайтесь. Но не это нужно магазинам. Магазинам нужно понять, почему им стоит продавать именно вашу жидкость. Вы, разумеется, можете наш сайт посмотреть, как мы там сделали. И я сейчас, готовясь к этому видео, тоже понимаю, что он сделан не самым лучшим образом. И сейчас мы его в ближайшее время переделаем. Так вот, что нужно магазинам? Вот мы магазинам говорим: ребята, когда вы покупаете нашу жидкость, мы вам дадим вот такую клевую подставочку, в которой вы сможете жидкости на полочке поставить. Это будет красиво, будет небольшой дизайн для вашего магазина. Отсюда ваши посетители будут пробовать жидкость и ее выбирать. Это раз. Мы говорим обязательно: у нас будет клевая карта вкуса. Ее можно положить на стойку. Посетители могут прийти, почитать, им понравится. Они выберут вкус, и им легче будет купить жидкость. Мы говорим, что мы хорошо упаковываемся. У нас хорошие коробки, каждая жидкость ставится в отдельную ячейку, и поэтому с транспортировкой будет минимальное количество проблем. И сейчас мы тоже будем говорить о том, что в каждый заказ мы будем класть наклеечки HiVape. Наклеечки очень нравятся посетителям, вы сможете их дарить вместе с нашей жидкостью, тем самым делая больше пользы для ваших клиентов. Вот таким образом вам примерно надо рассказать на вашей странице о ваших преимуществах. 1, 2, 3. Чтобы магазин понял, что если он купит именно вашу жидкость, то ему будет максимально легко ее продавать. Мы у себя на сайте, например, выложили все интервью, тем самым показывая, что если вы возьмете нашу жидкость, то к вам люди за ней будут приходить, потому что мы максимальный шум создаем своим присутствием в интернете. В общем-то, и этим блогом мы это продолжаем делать. Мы создаем поле, чтобы как можно больше людей знало о HiVape. Кстати, расскажу вам еще один нюанс такой про нашу жидкость, про этикетку. На этикетке у нас указано никотин и пиктограммы вкусов. Тем самым продавец, когда выбирает где-то издалека с полки, снимает нашу жидкость, он сразу понимает, какой это никотин и что есть в этом вкусе. Потому что продавцы, бывает, сложно ориентироваться. Или продавцам надо где-то долго смотреть, так, сколько здесь ПГВГ, сколько здесь миллилитров, какой здесь никотин. Это неудобно. Сделайте так, чтобы было удобно. После того, как вы рассказали о всех ваших преимуществах, о том, какие ингредиенты, какой никотин, почему именно у вас покупать, где вы это все покупаете, что у вас сертифицировано все, обязательно оставьте форму, куда посетителю сайта записать контакты. И после того, как он ее заполнит, контакт приходит вашему менеджеру, и менеджер обязательно должен перезвонить. Следите за этим 100% времени. Потому что на русском вейпе я оставил несколько десятков визиток жидкостям, которые нас заинтересовали. Перезвонил один человек. Это просто кошмар. Было
3 точно жидкости, которые мы были готовы сразу купить. Они нам не перезвонили. Ну, разумеется, жидкости столько, что мы нашли им замену. Но это, конечно, провал. Вот здесь будьте внимательны. И, кстати, вот вам продвинутый уровень, если вы хотите оценивать эффективность блогов. Когда вы даете рекламу в блоге, ну, например, пусть будет у MD Троя, дайте ему специальную ссылку с UTM-меткой. Почитайте в интернете, что это такое подробнее. Смысл в чем? Что когда человек пройдет по этой UTM-метке и сделает заказ, то у вас в статистике Яндекса будет табличка, в которой вы увидите, с какого блога у вас люди делали сначала заявки, а потом и заказы. Тем самым вы поймете, с какими блогерами работать эффективно, а с какими менее эффективно. Спасибо за внимание. Сегодня, конечно, не самое лучшее настроение. Осень. Закон какой-то непонятный приняли. Холодно. Но, несмотря на все это, надо продолжать работать, двигаться дальше. Желаю вам хорошего настроения и двигаться вперед, ничего не боясь, делать свою работу. С вами был Роман Воробьев. Счастливо.